Добрый день! Сегодня мы будем решать задачи на различные соединения резисторов. Последовательное, параллельное и смешанное различной сложности. Для начала решим задачи на последовательное соединение резисторов. Последовательное соединение резисторов – это самое простое соединение. И общее сопротивление при последовательном соединении резисторов равно сумме всех сопротивлений, всех резисторов. То есть в нашем случае R общее равно R1 плюс R2. 1 кОм прибавим 2 кОм и получается 3 кОм. Вторым пунктом мы рассмотрим параллельное соединение резисторов. Здесь важно помнить формулу параллельного соединения резисторов. R общее равно R1 умножить на R2 и разделить на R1 плюс R2. В нашем случае получается 2 кОм мы умножаем на 3 кОм и делим 2 кОм плюс 3 кОм. Получается у нас 6 кОм, деленное на 5 кОм. И в результате получаем 1,2 кОм. Третьим пунктом мы рассмотрим смешанное соединение резисторов. Рассмотрим первый вариант. R1 у нас соединен последовательно с двумя параллельно соединенными резисторами R2 и R3. Как мы будем начинать? Мы начнем с параллельного соединения резисторов R2 и R3. Формулу мы знаем. R2 3 равно R2 умножить на R3 и поделить R2 плюс R3. Получается 2 на 3 получается 6 кОм. И 2 плюс 3 получается 5 кОм. 6 кОм делим на 5 кОм, получается 1,2 кОм. Теперь у нас получилось два последовательно соединенных резистора. Резистор R1 и резистор R2,3. И пишем R общее равно R1 плюс R2,3. И получаем 1 кОм плюс 1,2 кОм. Получается 2,2 кОм. Рассмотрим следующий вариант смешанного соединения резисторов. У нас два параллельно соединенных резистора R1 и R2 соединены последовательно с двумя последовательно соединенными резисторами R3 и R4. С чего начнем? Начнем с двух параллельно соединенных резисторов R1 и R2. Формулу мы знаем. R1 2 равно R1 умножить на R2 и поделим на R1 плюс R2. И получим 2 кОм умножить на 3 кОм и поделим на 2 кОм плюс 3 кОм. Получается 6 кОм деленное на 5 кОм. В результате 1,2 кОм. Теперь мы получили три последовательно соединенных резистора. И простая формула R общее равно R1 2 плюс R3 плюс R4. Получается 1,2 кОм плюс 1 кОм плюс 2 кОм. И получается в сумме 4,2 кОм. А сейчас рассмотрим третий вариант смешанного соединения резисторов. У нас резистор R1 соединен последовательно с системой параллельно соединенных резисторов. В этой системе резисторы R2 и R3 соединены последовательно, и в то же время они параллельно соединены к резистору R4. С чего будем начинать? Сначала мы найдем сумму последовательно соединенных резисторов R2 и R3. То есть R2,3 равно R2 плюс R3. И получается 2 кОм плюс 1 кОм и в сумме 3 кОм. Теперь мы получили два параллельно соединенных резистора R2,3 и R4. То есть общее сопротивление R2,3,4 равно
R23 умножить на R4 и поделить на R23 плюс R4. И получается 3 килоома умножить на 3 килоома и поделить 3 килоома, прибавить 3 килоома. 9 килоом поделим на 6 килоом и в результате получим 1,5 килоома. Теперь у нас получилось два последовательно соединенных резистора R1 и R234. Так и запишем. R общее равно R1 плюс R234 и получается 1 килоом плюс 1,5 килоома и равно 2,5 килоома. А сейчас рассмотрим еще один вариант смешанного соединения резисторов. На первый взгляд эта схема кажется очень сложной, но это только на первый взгляд, потому что преобразовав ее, мы увидим, что эта схема не такая уже и сложная. Слева у нас первоначальная схема, а справа преобразованная. На преобразованной схеме мы видим, что R3, R6 и R9 соединены последовательно друг с другом, и они обозначены RA. И этот резистор RA соединен параллельно резистору R5. Это тоже мы можем найти. Эти два параллельно соединенных резистора обозначены RB. И у нас получается уже три последовательно соединенных резистора R2, RB и R8. Это мы легко можем вычислить. И эти три резистора обозначаются буквой RC. И тогда у нас получается, что резистор RC соединен параллельно с резистором R4. Как считать параллельно соединенные два резистора, мы знаем. И результат этих двух резисторов параллельно соединенных мы обозначаем буквой RD. И в конце концов у нас получается три последовательно соединенных резистора R1, RD и R7. И мы очень легко можем узнать общее сопротивление всей этой системы. А теперь в буквенном выражении запишем все наши предыдущие рассуждения. Первое действие. RA равно R3 плюс R6 плюс R9. Второе действие. RB равно R5 умножить на RA и поделить на R5 плюс RA. Третье действие. RC равно R2 плюс RB плюс R8. Четвертое действие. RD равно R4 умножить на RC и поделить на R4 плюс RC. И пятое действие. R общее равно R1 плюс RD плюс R7. Вот наша задача решена. Это оказалось не так уж и сложно.